Приветствую вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Сегодняшнее видео я посвящаю необычному, новому, оригинальному жителю моей грядки. Это томат американский синий. Раньше я уже выращивала экзотические томаты с разными формами и цветом. Особо мне понравились черные с названием «Черный принц». Они были сладкими, но урожайность особо не радовала, ведь они были детерминантными, низкорослыми, так как в теплице при нынешних погодных условиях мини-ледникового периода нужно выращивать только ранее высокоурожайные высокорослые помидоры, я перестала выделять место для экзотики. А вот этот пакетик ко мне попал от подруги Татьяны, которая занимается цветоводством. В начале апреля Татьяна увидела пакетики с необычными томатами и купила мне в подарок. Черные я даже не открывала, а синие посеяла в горшочек и оставила в теплице. Это был апрель. Здесь уже ночевали мои рассадные растения томатов, перца, баклажанов. Долго томатики не всходили, но я продолжала поливать горшочек, и на 13-й день появился первый росточек. Через несколько дней еще несколько ростков потянулись к солнцу. Распикировала их в начале мая, а высадила в грунт в начале июня, когда уже по-настоящему потеплело и прогрелся грунт. А выделила им солнечное место в саду, где можно их подвязывать. Я рассчитывала, что они будут достаточно высокие. Посадку провела точно по такой же технологии, как и тепличные томаты. В лунку добавила по 3 столовые ложки рыбной муки, мяса костной муки, кормовых дрожжей и горсть специального удобрения курник из куриного помета. Очень мне нравится, корни не обжигаются, замечательное удобрение. Уход состоял из полива, вспушивания земли и удаления сорняков. Обработки против вредителей и болезней проводились в те же дни, что и тепличные. Рядом, кстати, были посажены несколько растений томатов гибридных, тоже низкорослых, которые я также высадила в теплице из окон. Они остались у меня, несколько растений, после посадки рассады в старой теплице. Томат американский синий оказался крепким орешком, а вот другие сорта гибриды к концу июля стали желтеть, болеть, а синие, как ни в чем не бывало, росли и завязывали плоды. И несмотря на сильную жару, вид у растения даже вот сейчас, в первые дни августа, достаточно красивый. С самого начала растения выделялись своими вот такими темно-зелеными листьями, и даже казалось, что эти листья имеют вот при переливе солнышка имели синий оттенок. Красивые грозди цветов, а потом плодиков также оригинально смотрятся на мощных, не очень высоких растениях. Сейчас вот томатики имеют высоту чуть-чуть больше метра. Маленькие плодики были сначала зеленые, а потом при наливе становились синими. Именно синими со стороны солнечных лучей, где солнышко их как раз пестило и своими лучами как раз обогревало. С момента высадки рассады прошло 2 месяца. И вот есть уже и спелые плоды, красивые. Как и в аннотации на пакетике, плоды созревшие имеют вот от 60 до 80 граммов. На вкус они почти не отличаются от обычных, только вот сладость в них чуть меньше, чем у наших любимцев вот Президента и Белфорта. Попробую их еще в банку законсервировать, посмотрю, как это будет. Думаю, что в следующем году их надо будет посадить и как декоративное растение в бочке, в ведре. Однако красотой дело не закончилось в истории с синими помидорчиками. Я стала искать информацию о синих томатах, и вот что обнаружила. Синий цвет в томатах свидетельствует о большом содержании антоцианов.
А эти вещества как раз есть в большом количестве в чернике. Она-то, черника, и улучшает зрение человека, и обладает другими оздоровительными свойствами. Впервые томаты синего цвета создал профессор кафедры садоводства в университете Орегона Джим Майерс. Из США образцы синих томатов попали в Украину к селекционеру Института овощеводства и бахчеводства Национальной академии аграрных наук Украины Максиму Викторовичу Гурину. Если же семена попали в Украину, то, естественно, они быстро разошлись по любителям оригинальных растений. И вот семена уже продаются официально и, оказывается, пользуются большим спросом. С одной стороны, все томаты лечебные, а у синих еще и вот есть эти антоцианы. Призадумалась я после более близкого знакомства с американскими синими томатами. Раз они такие ценные, плюс крепыши в нынешних погодных условиях под открытым небом, значит, есть смысл их сеять на рассаду в марте и высаживать их раньше с помощью той же перевалки, ускорять вот этот процесс созревания. И я выделю в следующем году им солнечное место. Решение принято. Синие томаты будут расти на моем участке. Ну а где и сколько посажу, это время будущего. Надо продумать так, чтобы и красивая вот эта красота синяя, и красивые кусты радовали глаз, ну и было вкусно. Вот так, благодаря подарочному пакетику Татьяны, моя коллекция помидоров увеличилась на 2 сорта. Да, у меня она подарила не только синие, еще и черные какие-то необычные. Вот это черные семена черного пакетика еще даже не открывались. Ну а в следующем году посею несколько семян. Будет разнообразие и красиво. И главное, полезно для здоровья, что является самым главным в нашей жизни. Я только начинаю изучать синие томаты. Возможно, кто-то уже имеет солидный опыт выращивания синих помидоров. Поделитесь, пожалуйста, им. Буду вам очень благодарна. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь на наш канал. А у меня по этой теме на сегодня все. Всего вам самого доброго. Удачи вам!